Всем привет, с вами Слава Юрченков. Если ты не знаешь, как правильно найти университет и образовательную программу для обучения в Америке, тогда этот интерактив для тебя. Отмечу, что это один из самых серьезных шагов при поступлении в американский университет, поэтому рекомендую отнестись к данному вопросу серьезно. Процесс поиска образовательной программы состоит из 5 шагов. Давай по порядку. Ты начнешь с постановки цели обучения. Для тебя самым важным пунктом при выборе образовательной программы является ее содержание, то есть перечень предлагаемых дисциплин. Важно ответить на вопрос, чему я хочу научиться. Только так ты сможешь сформулировать цели при обучении и разобраться, в каких дисциплинах ты нуждаешься, а в каких нет. Например, моей главной целью было разобраться в том, как создать качественный образовательный контент для дистанционного обучения. Для этого мне необходимо было понять психологию обучения, что такое педагогический дизайн, что необходимо учитывать при разработке проекта. Твоим следующим шагом будет формулировка направления образовательной программы. После того, как ты поставил перед собой цели обучения, тебе легче определиться с направлением своей образовательной программы. То есть, если кто-то понял, что ему необходимо получить знания в области разработки программного обеспечения, в таком случае его направление технологии. Как только ты выбрал главное направление, у каждого университета есть фокус на определенные дисциплины. У нашего примера с программным обеспечением это направление технологии с фокусом на разработку программного обеспечения. Твоим следующим шагом является поиск и создание списка университетов. В браузере своего компьютера в адресную строку введи сайт www.greatschools.com, на котором тебе предложено ввести интересующие тебя направления и главную дисциплину. После того, как ты введешь некоторые свои личные данные, такие как дату рождения, email, страну, в которой ты живешь, сайт выдаст тебе список университетов с названием программ. Далее тебе необходимо перейти на официальные сайты предложенных университетов для подробного изучения программ. Открой приложение Excel на своем компьютере или другое приложение, например Google Sheets, и составь таблицу со следующими колонками: университет, программа, штат, основные требования, финансовая помощь, стоимость обучения, контрольные сроки, контактное лицо, был ответ или нет. Так тебе будет проще отфильтровать ненужные университеты и понять контрольные сроки отправки документов. Обычно твой список может состоять больше, чем из 10-15 университетов. Твоим следующим шагом является фильтр университетов. Для того, чтобы исключить из списка ненужные университеты, тебе надо обратить внимание на следующие составляющие: требования к тестированиям и их результатам, наличие интересующих тебя дисциплин, стоимость обучения и проживания, наличие подработки на кампусе или на твоем факультете, а также наличие финансовой помощи. Если какие-то из этих пунктов отсутствуют на сайте, обратись по e-mail к администратору образовательной программы. Тебе ответят на интересующие тебя вопросы, и ты сможешь исключить из списка те программы, в которых отсутствуют необходимые тебе условия. Запомни, тебе важен не рейтинг университета, а качество образовательной программы. Твоим последним шагом является финальный выбор из списка университетов. После фильтрации университетов твой список может сократиться до 5 или 6 учреждений. Так ты сможешь увидеть крайние сроки отправки документов на поступление и финансовую помощь, а также требования к экзаменам и их результатам. Как только ты узнаешь результаты своих тестов, тебе станет понятно, в каких университетах у тебя есть шансы, а в какие не следует отправлять документы. Таким образом, ты составил список университетов, а также нашел интересную образовательную программу для потенциального обучения. Задавай вопросы в комментариях к этому видео, если такие имеются. Обязательно ставь лайк к этому видео и поддержи проект, подписавшись на данный канал.